Всем привет! Прежде чем начнем, прошу проверить подписку, YouTube мог вас отписать. В этом видео сравним уровень технологий 19 века и 20 века. Сравнивать будем установку Александрийской колонны и установку обелиска городу-герою Ленинграду в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне на площади Восстания. Руководитель этого проекта был Алымов Александр Иванович. Монумент был открыт 8 мая 1985 года. Состоит из 3 частей – основание, база и обелиск. Основание – фундаментная плита, ширина 9 метров, высота 3,5 метра, практически полностью находится под землей. База – диаметр 3 метра 60 сантиметров, высота 9 метров 83 сантиметра. Обелиск – высота 22,5 метра. Основной материал – полированный гранит. Вес обелиска – 177 тонн. Вес базы – 170 тонн. Общая высота монумента с навершием и звездой – 36 метров. Вес железобетонного основания фундаментной плиты – почти 400 тонн. Общий вес – 750 тонн. Только для того, чтобы разработать процесс транспортировки обелиска, работало несколько научно-исследовательских институтов. Напомню, по официальной версии, изготовлением, транспортировкой и установкой Александрийской колонны, а также строительством Исаакиевского собора с 48-114 тоннами колоннами руководил якобы один единственный человек, известный как Август Монферранд. В общем, давайте по порядку. В начале проектирования предполагалось обелиск выполнить из гранитных полированных блоков, размер которых определялся возможностями имеющихся в Ленинграде монтажных кранов. При этом вес блоков ограничивался 30-40 тоннами, а размеры составляли бы 3-4 метра. То есть обелиск должен был быть составным и состоять из 10-12 блоков. В процессе обсуждения возможных вариантов по инициативе Льва Николаевича Зайкова было принято решение выполнить обелиск из более крупных блоков, по возможности из монолита. Место расположения обелиска – на месте, где в 1909 году был воздвигнут памятник Александру Третьему. Про этот монумент была написана вот такая эпиграмма. «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, на шапке крест. Кто угадает, того под арест. Долгов». Ресурсов для возведения обелиска жалеть никто не собирался, а ресурсы у страны были. Из действующих карьеров только в карьере Возрождения Выборгского карьерного управления можно было добыть нужных размеров гранитные монолитные блоки. Отвлечемся от загадок древности и послушаем важную информацию. Процесс пошел. Диалог Путина и Трампа подтверждает, что в 2025 году Россию и мир ждут сильнейшие перемены. Трамп уже начал экономическую войну с Китаем, ругается с Европой и обещает скорый финал СВО. Нас ждут большие перемены, и многие снова будут к ним не готовы. В такое время лучше следить за теми, кто не наводит панику и основывается на фактах. Хороший пример – канал «Мультипликатор». Еще год назад он рассказал, почему победит Трамп и как он будет вести себя с Китаем и Украиной. Заранее предсказывал укрепление рубля и даже начало переговорного процесса этой зимой. А сейчас он понятно объясняет, что будет уже весной с рублем, вкладами россиян, ценами на жилье и каким потрясением нужно быть готовым в 2025-м. Подпишитесь на этот ценный канал, чтобы заранее быть готовыми к событиям, которые скоро коснутся каждого. Рекомендую, ссылки в описании. А мы продолжаем. После проведения обследования шурфов выяснилось, что добыть можно 2 монолита с размерами один 10,5 метров, а второй до 25,5 метров. Эти размеры и были положены в основу дальнейшего проектирования. Под эти размеры камней проектировалась их транспортировка и монтаж. Определялись требования к монтажному крану, технологии подъема, проектировалась, изготавливалась оснастка, строился фундамент. К концу обработки гранита уточнилась высота базы. Она составила 9 метров 83 сантиметра, а верхнего – 25 метров. Оставить верхний камень такой длины уже было нельзя, так как требовалось в корне менять всю технологию его подъема, на что времени уже не было. И камень пришлось укоротить до 22 метров 50 сантиметров, так как этой высотой исчерпывалась возможность монтажного крана и принятого способа подъема.
что и подтвердилось при монтаже. В дальнейшем запасы по высоте при установке составили 25-30 сантиметров. Таким образом, конструктивно обелиск выполнен из двух гранитных блоков. Нижний блок – база в виде полированного пятигранника переменного сечения, высотой 9 метров 83 сантиметра и общей массой 170 тонн. Верхний блок, обелиск, в поперечном сечении имеет форму пятиконечной звезды, размер которой меняется по высоте. Высота верхнего блока 22 метра 50 сантиметров, масса 177 тонн. Верхний блок свободно опирается на нижний через свинцовую прокладку толщиной 3 мм. Принятый способ опирания блоков потребовал задать очень высокую точность обработки торцов. Отклонение плоскости опирания от положения перпендикулярной оси блоков допускалось до 0,2 мм на метр. Фундамент обелиска спроектирован в виде высокого свайного ростверка. Форма фундамента выполнена в виде трапеции высотой 12 метров и основаниями 12 и 20 метров. Уточнение. Имеется в виду план ростверка в горизонтали, а не его высота. На сваях залита железобетонная плита толщиной 3,5 метра, что позволяет считать плиту абсолютно жесткой. Габариты железобетонной плиты определялись из условия размещения на ней блоков обелиска с нижними обрамляющими камнями и гранитными плитами, что исключило возможность их взаимных смещений. Фундамент покоится на 52 железобетонных сваях с сечением 40 на 40 см и длиной 26 метров, а головки свай жестко заделаны в плиту ростверка. Давайте сравним вышеописанный фундамент с фундаментом под Александрийской колонной. Как вы, наверное, помните, он состоял тоже из свай, но деревянных. Сваи забивали в котловане, который был ниже 5 метров тогдашнего уровня Дворцовой площади. Историки, помимо лаптей, отсталости, церкви и войны, любят рассказать и о русской смекалке. То есть русский мужик был в лаптях, но зато смекалистый. Чтобы отпилить сваи в один уровень, была налита, по другой версии откачана, вода. На сваях сделали отметки. В итоге получилось вертикально стоящие бревна, а их было всего-то 1250 штук. Но это не точно. Торчащие от основания котлована примерно 60 сантиметров и более. Их все отпилили в один уровень. Только я не представляю, как в полусогнутом положении ровно отпиливать в вертикальные деревянные сваи, и как это было сделано на краях котлована, а особенно в углах. Деревянные сваи используются в строительстве и до сих пор, например, в США и Канаде. Одно дело строить на них дом, причал, а совсем другое – делать фундамент под гранитные монолиты, давящие в одну точку суммарным весом 1300 тонн. Кстати, вся эта история с котлованом и деревянными сваями разрушается вот этой гравюрой, на которой изображено некое здание, и колонну устанавливают как бы внутрь полуразрушенного здания, но никак не на новый фундамент из бревен. Но вернемся назад, в век 20. Площадка подиума с гранитными плитами и мозаичным мощением спроектирована на монолитной железобетонной плите, которая в период монтажа блоков обелиска использовалась для расположения монтажных механизмов и автопоезда с грузом. Первоначально предполагалось в карьере Возрождения изготовить заготовки гранитных блоков, а затем обрабатывать их в Ленинграде. Стал вопрос, каким образом заготовки блоков, вес каждой из которых достигал 300 тонн, доставить в Ленинград и куда именно. Проектно-конструкторское бюро «Спецтяжавтотранс» совместно с Институтом Ленпромтранспроект, а также Одесским отделением Черноморского центрального проектного конструкторского бюро предложили смешанную автомобильно-водную схему доставки блоков заготовок в Ленинград. По схеме блоки из карьера должны были автотрейлерами доставиться в Выборгский морской порт. Там перегрузиться на плавсредства для доставки по Финскому заливу в Ленинград. Вес автопоезда с грузом, заготовкой и металлоконструкциями для ее крепления достигал 500 тонн. После детального изучения маршрута доставки оказалось, что дорога Светогорск-Выборг, по которой автопоезд должен был последовать до Выборга, имеет ряд мест, которые требуют усиления. Мост, участок насыпи на болоте и другие. Очень трудным оказался маршрут по узким улицам Выборга.
В Ленинграде место для перегрузки заготовок с сплавсредства на автотрейлер ограничивалось участком левого берега Невы между Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского, так как только отсюда блоки могли быть доставлены на площадь Восстания маршрутом, не проходящим по ленинградским мостам и не рассчитанным на пропуск таких нагрузок. Для перегрузки блоков требовалось построить специальные пирсы для установки плавучих кранов. Вспоминаем, как осуществлялась разгрузка Александрийской колонны с парохода. Судно причалило параллельно причалу, с причала на пароход были положены бревна, а далее колонну с помощью веревок, как кеглю, перекатили сплавсредство на берег. Вот и весь секрет. Даже не понимаю, зачем в 20 веке понадобились специальные пирсы и краны. Вернемся, кстати, обратно в 20 век. Проблемой также было организовать доработку камней на площади Восстания, так как это требовало закрытые движения по площади на длительный срок. Обработку камней, правда, можно было бы организовать на площади Ленречпорта на набережной Невы у обводного канала, но в этом случае требовалось построить временную дорогу и специальный мост через реку Монастырка. Помимо всего прочего, требовалось форсировать изготовление заготовок блоков, чтобы успеть перевести их до осенних штормов в заливе. Все это вместе взятое ставило под сомнение реальность перевозки с участием плавсредств и вынуждало искать другое решение. 28 сентября 1984 года в кабинете у заместителя председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов Шибаева собрались проектировщики, транспортники и каменнообработчики. Требовалось решить вопрос о доставке гранитных блоков в Ленинград. Решение было найдено. Гранитные блоки в карьере доводились до проектных размеров. Вес их при этом уменьшился до 180 тонн. Готовые изделия в карьере грузили такелажным способом на специальный автотрейлер и везли до железной дороги Возрождения примерно 2 километра. Там с помощью 2 железнодорожных кранов гранитные блоки перегружались на специальные железнодорожные транспортеры, на которых им предстояло проехать до станции Ленинград-Товарная Московская. Здесь перегрузка повторялась, и автотрейлерами блоки доставлялись до площади Восстания. Такая транспортная схема потребовала наименьших затрат на подготовку трассы. Пришлось только расширить в 2 местах дорогу и отсыпать перегрузочные площадки на железнодорожных станциях. Но зато при этой схеме встала проблема гарантии доставки уникальных гранитных блоков, особенно верхнего длиной 22,5 метра в целости и сохранности. Дело в том, что железнодорожный транспортер предназначен для перевозки длинномерных грузов, опирающихся в 2 точках на расстоянии 16 метров. Камень такой схемы опирания по расчетам не выдерживал. Проектировщики ПКБ «Спецтяжавтотранс» и ПКБ «Главстройматериалов» предложили изготовить специальную металлическую упаковку, которая позволила успешно провести все работы по погрузке, доставке и выгрузке уникального гранитного блока. Причем эта упаковка была пригодна для перевозки на автотрейлере и на железнодорожном транспорте. А после некоторых переделок монтажники использовали ее для установки верхнего блока в вертикальное положение. И это все в 80-е годы прошлого века, самый пик расцвета социалистической экономики самого мощного государства. Всего-то 2 блока весом 170 и 177 тонн. Так и на этом история не закончилась. В Ленинградской области не нашлось свободного крана для монтажа этих изделий. Все советские краны большой грузоподъемности были заняты на масштабных стройках на Урале и Сибири, и гнать их в Петербург было нецелесообразно. Было принято максимально дешевое и быстрое решение – заказать 2 крана Лакома из Финляндии, которые, собственно, и произвели монтаж обелиска. На все это, от начала проектирования до установки, ушло более 2 лет. Напомню, это 80-е годы 20 века. Ресурсы просто не ограничены. И вот такой результат. Нет, этот результат вовсе неплохой, просто он иллюстрирует возможности наших технологий. А теперь напомню. Александрийская колонна, общая высота сооружения 47,5 метров. Высота ствола монолитной части колонны 25 метров 60 сантиметров. Нижний диаметр колонны 3 метра 66 сантиметров. Верхний 3 метра 15 сантиметров. Высота пьедестала колонны из 8 гранитных блоков, уложенных в 3 ряда, 4 метра 20 сантиметров.
Высота цоколя из монолитного гранита 3 метра 90 сантиметров. Горизонтальный размер цоколя 6 метров 30 сантиметров на 6 метров 30 сантиметров. Вес цоколей пьедестала 704 тонны. Вес гранитного ствола колонны 612 тонн. Кстати, Монферран, который якобы установил и колонну, и Исаакий построил, это не имя и не фамилия. Монт с французского «устанавливать». Фер – железо. Рент или рант никак не переводится. И тут до меня дошло, что правильно «ронд», что опять же с французского означает «круглый». В итоге Монт-Фер-Ронд устанавливает железные круглые, то есть специализированная фирма, занимающаяся расчетом, изготовлением и установкой металлических круглых конструкций. Что-то вроде нашего Ленпромтранспроект или Спецтяжавтотранс и тому подобных названий институтов и проектных бюро. То есть в Российской империи была фирма приблизительно с таким названием «Монтаж железных куполов». После переписывания истории и нескольких переводов с русского на французский и с французского на русский получилось Монт-Фер-Ронд, и это сочетание слов решили сделать нарицательным и сказали, что это человек и был такой. Ну и чтобы никто не догадался, поменяли букву «О» на «А». Вот, кстати, гравюра. Подписано Исаакиевский собор до 1817 года. Напомню, что официально Исаакий был достроен Монферраном лишь в 1858 году. Но вернемся к нашим мегалитам. На площади Восстания весь монумент 750 тонн, на Дворцовой же площади 1300 тонн. Абсолютные цифры практически в 2 раза больше. Если рассматривать гранитные монолиты, то в XIX веке это было 612 тонн. А в 20 веке самый тяжелый монолит – 177 тонн. То есть в 19 веке был установлен монолит практически в 3,5 раза тяжелее. И это только Александрийская колонна. А есть еще и Исаакий, колонны которого весят 114 тонн каждая. И всего было их установлено 48 штук. Если опять сравнить в чистом весе, то в Исаакии было установлено 5472 тонны гранита только в нижней ее части, а в 20 веке 347 тонн. В 19 веке в одном Исаакии было установлено в 15,8 раз больше тяжелых монолитных изделий, чем в 20-м. И все это было сделано с помощью древесины и пеньковых веревок, а в качестве движущей силы использовали мышечную силу людей и коней. Только для перевозки колонны по воде использовали паровую машину, а для других задач паровые машины не додумались использовать. Еще не забываем такой вопрос. Сделать такелаж, то есть крепление для круглой колонны, в разы сложнее, чем для многогранной. Связано с тем, что круглая колонна при погрузочно-разгрузочных работах, если она закреплена некачественно, может провернуться или выскочить. Тем более с теми примитивными приспособлениями из древесины и пеньки, как нам показывают на картинках. Можете оценить технологии и их эффективность. Вот такая история из 20 и 19 века. Надеюсь, вам понравилось и прибавилось пищи для размышления. Нам есть еще о чем поговорить, это будет уже в следующих сюжетах. Еще не забываем, что под Дворцовой площадью лежит вторая Александрийская колонна, про которую историки вообще не рассказывают. В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро». К слову, в этом году современному мощению Дворцовой площади исполняется 40 лет. Авторами проекта реконструкции главной площади нашего города были известные петербургские архитекторы Феликс Романовский, который, к сожалению, ушел из жизни в мае прошлого года, а также Анатолий Чернов. По словам Анатолия Петровича, во время ремонтных работ на Дворцовой площади в земле была обнаружена гранитная 25-метровая колонна, копия нынешней Александровской. По данным эксперта, она расположена по диагонали по направлению к атлантам Нового Эрмитажа. А вы знаете, что вот здесь, в этом месте, вот там нарисована колонна, лежит гранитная, первая, которая была, она была с дефектом, трещину обнаружили. И чтобы не заморачиваться, ее закопали прямо вот так. В Ленпроекте в архиве есть синька, генплан, и там это
показано пунктиром. Такая же абсолютно, как это. Но там трещина образовалась, и ее не стали рисковать, чтобы она не свалилась. Да когда колонну закапывали, то сетей-то не было этих никаких. Мы ее не копали. Она осталась там. Это не легенда? Может, это легенда? Ну, как на синьках. Проект на синьках был обозначен пунктиром. На съемках. На топоснове было. В Третьей можно посмотреть. Там же у них есть архив. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Также не забывайте поделиться видео с друзьями, поставьте ваш царский палец вверх или вниз, напишите интересный комментарий, а лучше несколько. До новых встреч, пока!